Всем привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале «Красота в деталях». Я Ксения Назарова. И сегодня у нас самый разгар зимы. Я предлагаю вам нашу снежную зиму разбавить нежно-розовыми розочками для наших маленьких девчонок. Буквально несколько кружочков ткани нам понадобится, чтобы сделать одну розочку. Поэтому прекрасными розами можно усыпать весь ободок, можно сделать поясок на платье маленькой принцессе, можно сделать две маленькие заколочки. Как вам захочется. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, смотрите мой мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Буду рада новым друзьям. Давайте начнем наш урок. Итак, друзья, сегодня будем делать вот такие замечательные миниатюрные розочки из кружочков ткани. Ткань у меня 100% микрофибра. Это синтетический материал, который сплетен очень плотно из тонких синтетических волокон. Он вот такой имеет благородный бархатистый блеск, но при этом он очень тонкий, плотный и хорошо драпируется. Для изготовления нашего цветочка нам не понадобится даже никаких специальных приспособлений, будь то, например, паяльник, благодаря тому, что материал и так очень хорошо обрабатывается огнем, и мы сможем всего лишь, сделав кружочки, обработав их зажигалкой, сделать вот такую прекрасную розочку. Итак, для нашей розочки нам нужно будет вырезать из микрофибры кружочки двух диаметров. Более маленький круг, у меня здесь где-то 33 миллиметра, и окружность побольше 4,5 сантиметра. Я воспользуюсь исчезающим маркером для ткани, который при высыхании исчезнет, не оставит следов. Для одной розочки нам понадобится 3 кружочка побольше, диаметр 4,5 сантиметра, и 2 кружочка меньшего диаметра. Итого 5 кружочков нам понадобится для одной розочки. Кружочки наши готовы, и теперь мы придадим им вид вот таких вот лепестков розы. Обработав по краю, при помощи огня зажигалки мы подплавляем и быстренько, пока горячий материал, растягиваем пальчиками нашу ткань. Вот что у нас должно получиться. Также поступим и с более крупным лепесточком. Итак, теперь мы берем круг, тот, который побольше, и при помощи горячего пистолета мы на капельку клея склеим наш лепесточек между собой и будем формировать серединку нашей розочки. Пока разогревается пистолет, покажу, что для листиков розочки я использую такую репсовую ленту мятного цвета, приятного, шириной 1,5 сантиметра. Это репсовая ленточка. Для листочка мне хватит 2 отрезков длиной 5,5 сантиметров, из которых сделаю 2 листика. Можно сделать 3 листика. Кому как больше нравится. Теперь я складываю отрезочек пополам и отрезаю косой небольшой треугольник. Склею при помощи огня зажигалки
такой вот листочек. Такой вот листик нашей розочки будет. Можно лишнее таким вот образом срезать и приплавить тоже. Подплавить и склеить пальчиками. Вот такой вот листочек у нас получается. Лишнее срезаем. Приплавляем огнем и склеиваем пальчиками. Два листочка у нас уже готовы. Также нам понадобится заколочка для волос. У меня вот такой зажим для волос шириной 8-9 миллиметров. Заранее оклеенной репсовой лентой белого цвета. Итак, пистолет мой разогрелся, и делаем серединку нашей розочки. Склеили кружок пополам и скручиваем вот такой вот, скручиваем бутон. Наш конвертик фиксируем на капельку клея. Вот серединка нашей розочки уже готова. Теперь берем второй кружочек большего диаметра и поступаем таким же образом. Склеиваем его пополам. На серединку нашего полукруга мы тоже капаем немножко клея и фиксируем нашу серединку. Далее оборачиваем розочку с двух сторон нашим полукругом, наращивая таким образом объем нашей розочки. И, наконец, берем третий кружок большего диаметра и оборачиваем тоже его вокруг нашего бутончика. Вот что у нас получилось. Теперь осталось подклеить два нижних ряда нашей розочки из двух кружочков меньшего диаметра. Но для того, чтобы сделать нашу розочку более плоской, я срежу лишний конус и приплавлю огнем зажигалки, чтобы наша розочка не развалилась. Держим пальчиками за верхние лепесточки, за головку нашей розочки, и вот этот лишний треугольник я срезаю и тут же приплавляю огнем. Основание розочки сплавилось, приплавилось друг к дружке, и теперь мы не можем не бояться за то, что она развалится. Можно ее расправить и
подклеить 2 нижних слоя. На серединку теперь уже наношу капельку клея и оборачиваю нашу розочку. Вот что у нас получается. Из таких розочек можно сделать ободок. По всему ободочку такие розочки пустить будет просто замечательно. Можно такие розочки дополнять прекрасными разными полубусинами, бусинами, маленькими цветочками. Можете делать все что угодно, и в любом случае будет очень классно и мило смотреться. Я же возьму просто заколочку и украшу мою розочку 2 листочками мятного цвета. Вот такие вот заколочки у меня получились. Третья заколочка у меня здесь немножко более фантазийная, и бусины на нити здесь присутствуют, и вот кружевной элемент. Также здесь розочка очень маленькая совсем. Для этого я взяла просто кружочки более мелкого, маленького диаметра. И рецептура создания розочки абсолютно точно такая же. Друзья, если вам понравилась эта красота, ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь в соцсетях со своими друзьями рецептом прекрасных розочек из микрофибры. Делайте на здоровье, носите на здоровье. И до новых творческих встреч. Пока-пока.